горяченное, вот это горяченное яйцо. Помните, я вам показывала, какая лысая была спинка? Сразу бегу проверить квочку. Вставала, вот, видите, помет. Раз. И помет. Смотрите, где. Там, где она должна кушать. Ну, ты, красавица, даешь. Ну, ты даешь. Вот, надо менять корм. Кто же так делает, а? Молодец ты, моя умница. Меня спрашивали, в каком помещении она сидит, тепло ли ей здесь будет в январе. Вы себе не представляете, где она сидит. Она сидит в доме. Она сидит в доме. Здесь мороза нет, но и нет, я бы не сказала, что здесь тепло, потому что дом не отапливается. Но как раз к тому времени, когда выведутся цыплята, у нас идут сильные морозы, и отопление здесь будет включено. И здесь будет в комнате тепло. К тому времени я включу отопление. А ну-ка, покажи мне. Покажи мне яйца. Не буду к ней лезть. Пусть она сама разбирается. Мое дело только поставить кушать и воду и убрать помет. Все. Поэтому не переживайте за квочку. Она сидит в помещении, где нету мороза, но пока здесь прохладненько. Для курицы квочки этого достаточно. А вот когда уже будут цыплята, конечно же, нужно, чтобы было тепло. Все убираю и бегу делать дальше все остальное. Ну вот и встреча в новом году. Первый раз в новом году я приехала в курятник. Ничего, 1 января уже прошло, значит, скоро весна. Скоро весна, но у нас предстоят сильные морозы. Ожидаем сильные морозы. Еще сейчас более или менее будет, а через пару дней будут сильные морозы. Так, Маруся съела яйцо. И, как видите, снега нет. Значит, у кур нет воды. Вот в таком состоянии вода, видите, и снега нет. Это я курочкам дала остатки со стола. Вот. Это остатки, там и овощи, очистки от салатов. Смотрите, у этой курочки уже пришло время попону убирать. Это нужно делать вовремя. Вот смотрите, как заросла уже спина. И эта попона может навредить курочке, когда уже перья все покрыли всю спинку. Курочке нужно чистить перья и ухаживать за собой. А если попона будет дальше продолжать закрывать спинку, то курочка будет угнетаться, потому что по природе курица должна чистить себе спинку. И вот смотрите, уже вот до такой степени, что все заросло. Вот, пытаюсь вам показать, курица хочет убежать. Когда отрастает перо, то остается вот такое, как стаканчик. Вот, как стаканчик, в котором было это перышко. Видите?
И вот этот стаканчик должен обязательно отпасть. Иначе курочка будет чувствовать себя плохо. Поэтому попону нужно снимать вовремя. Снимаю. Пусть курочка чистит уже себе спинку. Вот так вот это выглядит. Только этой курочке еще бы кто шапку пошил. Петух, когда садится на нее, естественно, выдирает ей шапочку. И теперь надо и каску придумать. Или косынку. Я, конечно, шучу. Издеваться над курочками я не буду. Никаких касок, никаких косынок. Вот так вот заросла у нее уже спина. Пошел снежок. Видите, как все быстро. А я приехала, снега не было. Идут к нам сильные морозы, поэтому подстилку не убираю. Подстилку насыпаю свежую чистую солому сверху. Сверху насыпаю. И вот эта подстилка будет греть в минус 15, минус 18 к нам идет. И, конечно же, если в курятнике нет воды, то и не будет яйца. Поэтому воду оставляю в помещении. Сколько помещу ведер? Ну, обычно 3 ведра воды хватает на всех кур. И вот я уже 2 поставила ведра. Это ведро зажимаю между 2 бункерными кормушками, для того, чтобы куры его ни в коем случае не перевернули. Если останется немного воды и куры станут на бортик этого ведра доставать воду, ведро перевернут, остатки воды выливаются на пол, и здесь становится сыро, очень сыро, грязно. Это мне нужно будет убирать во всем курятнике. Поэтому уже по опыту я знаю, лучше ведро зажать между 2 кормушками, оно будет спокойно стоять. Второе ведро будет стоять здесь, уже солому накидали. Вот, и теперь сверху присыпаю, и смотрите, какая чистая получается подстилка. И сухая, самое главное, чисто и сухо. И тогда в курятнике будет все хорошо. Вот, и еще одно ведро поставлю вот здесь рядом, чтобы было 3 ведра. Потому что ночью будет минус, днем небольшой еще 0,1 градус, а вообще через несколько дней будет минус 15 у нас и минус 18. И даже если ночью мороз, то, конечно же, вода замерзает и у курочек нет воды. В такие периоды, когда в курятнике вот такой период, я ставлю воду в помещении. Хотя это делать не очень люблю. Это своими руками заносим сырость в курятник. Поэтому самое главное, чтобы ведра не перевернули. Так. А я продолжаю подстилать. Еще несу старым курочкам, тоже обязательно. Точно так же делаю во 2 и в 3 вольере.
Во втором вольере у старых кур точно так же застилаю солому сверху. А у входа, вот смотрите, у входа ничего пока нет. Вот это все, что было здесь с пометом, грязное, все я под насесты бросаю. А здесь застилаю вот такую вот чистую солому. Для того, чтобы в курятнике в морозы было тепло. И обязательно сено. Каждый свой приезд обязательно даю сено. Куры выбирают все, что они там любят. И уже когда я приезжаю в следующий раз, сена вообще нет. Они все это съедают. Ну, а тут бункерная кормушка для сена. И ее мне нужно дополнить. Видите, края все съели. А ее всего лишь нужно дополнить. Да? Так. И вот сейчас покажу, как я это делаю. Открываем сбоку. Вот. И наполняю. И наполняю. Вот так. И через сеточку, через вот эти дырочки они себе достают то, что им нравится. Так. Вот такая зеленая красивая трава, видите? Все, этого достаточно будет. И вот таким крючком, вот из этой же сетки, закрываю. И вот здесь его натягиваю. Оп.
вот так. Все, натянула и вот так вот закрыла. Все, хорошо. Все. И теперь вот эту кормушку вешаю вот здесь на крючок. Одной рукой, конечно, это сделать не очень удобно, но можно. Все. И вот так вот бункерная кормушка для сена у молодых кур, которые сидят у меня в первом вольере. Что ты, яичко несешь, да? Ой, ты моя хорошая. Старается, видите? Старается, молодец. И сейчас будет яйцо, да? Вот молодец. Вот, видите? Яйцо падает на край дырочки. И сейчас курочка заденет его лапкой. И оно приземлится на мягкую подстилку в яйцеприемнике. Молодец, это голошейка. Это серенькая голошейка. Вот она снеслась. Вот, видели? Все, а теперь яйцо. Вот оно где. Ого! На помете задержалось одно, потом второе. А вот уже голошейки горячие. Горячие. Ну, пусть пока лежит здесь. И я уберу потом в гнездах. А когда приду собирать, заберу. Потому что в кармане разобью. Молодец. Вот она, красотка. Все, отдыхай. А вообще-то иди покушай. Я вкусненького наложила. Иди покушай. Прошло пару секунд. Вот теперь уже она сообщает о том, что она мать-героиня. И вот так солома появляется в гнездах. Вот так. В воду поставила еще третье ведро. Вот так здесь оно держится насестом. Здесь между кормушками. И пришлось кормовую ракушку сдвинуть немножко. И третье ведро в этом углу. И продолжаю добавлять в воду аскорбиновую кислоту. Все, что я делаю в курятнике, я все вам показываю.
Вот уже третий свой приезд я в воду добавляю аскорбиновую кислоту. На кончике ножа на литр воды. Даю витамины. Сейчас солнца нет, холодно. Курочка требует витаминов. А для тех, кто не знает, куры живут у меня на даче. Они живут сами. Курочкам я приезжаю один раз в несколько дней и показываю все, что делаю в курятнике. Потому что знаю, что очень многие тоже хотят так содержать кур. И надеюсь, что мои видео помогут в том, как организовать такое содержание на даче и приезжая к ним раз в несколько дней. Курятник моих кур не закрывается. Вот есть такая специальная самодельная дверь у них. И внизу лаз, через который они могут, когда хотят, выходить на улицу и заходить. То есть мои куры на даче живут сами, но они сами решают, когда им гулять выходить, а когда им сидеть в помещении. Кормят моих кур, пока меня нет, бункерные кормушки. Вот я вам сейчас покажу. Бункерные кормушки. Большая кормушка. Вот такая большая уличная кормушка. Тоже с зерносмесью. И вот такой большой-большой выгул у кур. И когда они захотят, они могут выйти и сами решают, холодно им или не холодно, гулять сегодня на улице или не гулять. А кто не хочет, сидит в курятнике. И в курятнике тепло. На улице минус, а в курятнике плюс. Курятник кирпичный, утепленный. И все остальное тоже приспособлено для того, чтобы курочки жили сами. Это гнезда с яйцесборниками. Я уже давно их показываю и рассказываю. Потому что, находясь на расстоянии, иметь обычные гнезда — это неэффективно. Курочки могут и давить яйца, и яйца получаются за несколько дней грязные. А вот такие гнезда для кур на дистанционном содержании, вот такие гнезда, это отличный вариант. Я уже это делаю приблизительно. Я знаю, сколько это будет из этого пакетика. И насыпаю на глаз. Да, а ну дай сюда. Вот так вот бывает. Все, забрала. Естественно, высыпала всю аскорбиновую кислоту. Теперь мне надо открывать новый пакет сюда. Помните эту курочку, Фавероль? Вот она, красотка. Именно сегодня пришло время снять ей тоже попону. Я сейчас вам покажу, как заросла спинка у нее красиво. Все вы помните, какая у нее была спинка лысая. А теперь сегодня уже и можно снять попону и одеть кому-то другому. Молодец ты моя. Смотрите, и хвостик отрос. Смотрите, какая спинка красивая. Видите? И хвостик даже уже есть. Вот умничка. Это
Курочка фавероль. Вот. Вот такая красоточка. Вот какие чудеса творит попона. У курочки заросла полностью красиво спинка. Вот, видите? Молодец. Вот такая она красивая стала. И теперь эту попону я могу одеть какой-то другой курочке. Вот, смотрите, как густо заросла. Помните, я вам показывала, какая лысая была спинка? Но это прошло где-то недели 3. Недели 3-3,5, может быть. Но даже не месяц. Можете посмотреть по моим видео. Я показывала, когда я одевала этой курочке попону. Ну и, конечно, эту попону желательно постирать, а потом одеть какой-то другой курочке. Я сейчас посмотрю, если у меня какая-то критическая ситуация у кого-то, то одену даже не стиранной. Вот хочу одеть вот этой курочке. Вот. Ой, не выдирайся. Сейчас покажу вам. Вот такая у нее спинка сейчас. И ей хочу одеть попону. Давай. Одно крылышко. И второе. Все. И теперь равномерно нужно перетянуть резинку по центру. Все. И теперь у нас вот эта курочка тоже одета в попоне. Все, молодец, молодец. Все. Зарастет спинка, и, конечно же, я попону этой курочки потом сниму. Все, непривычно. Непривычно, но ничего. Привыкнет. Неудобно, неудобно, неудобно. Ой, что-то такое нацепили неудобное. Привыкнет, да? Ну, а теперь можно и яйца собрать. Так. Сейчас закрою двери, подождите. Закрою двери. Тепло не выпускаем. Быстренько соберем сегодня яйца, потому что времени у меня уже осталось очень мало. А мне нужно еще будет пройтись и убрать в гнездах. Так. Поэтому быстро собираю. Интересно? Красотка. Так. Все. Здесь нужно немножечко будет убрать. Так. Ногти у нее. Посмотрите, какие у нее ногти. Ого. Вот это да. Фавероль. Так. Что у нас в нижних гнездах? В нижних гнездах собираем. Ой, теплая. Прямо теплая, горячая вот это. Только, наверное, снесла курочка. Так, вижу потек. Вижу потек. Ага, вот, видите? Вот такое я не очень люблю. Поэтому вот показываю вам, видите? Вот это яйцо нужно сейчас убрать и мыть в гнезде. Вот это я не очень люблю. Вот такое бывает. Видите, курочка снесла. И кто-то клюнул это яйцо. Оно не успело скатиться в яйцеприемник. Вот, из-за этого одного яйца теперь мне нужно мыть все гнездо.
Поэтому ускоряюсь и еще быстрее надо собирать. Это курочка Мастер Грей. Забираю. Здесь все, в этом гнезде все. Так, а ну-ка, петушок, отходи. Здесь будем смотреть. Крупные такие. Это яйца молодых кур. Это молодые куры. Так. Все. Тут все. Ну, а это гнездо, не знаю, посмотрю, но навряд ли. Надо это гнездо переносить в третий вольер. Нету ничего. Это гнездо нужно, если у меня будет время, я его перенесу. Все, а теперь идем к старым курочкам. И, конечно, надо забрать вот это съеденное яйцо. Потому что куры не должны учиться кушать яйца. Вот такое яйцо было. Все. А вот здесь нужно вытирать и мыть. У старых кур будем смотреть сейчас, что у них. Нет. Вот видите? Все, заметили это яйцо. Так, что у нас у старых? У старых кур тоже кое-что есть. Вот какая-то курочка вынеслась. Ой, а вот это горяченное яйцо. Просто горячее. Так. Быстренько. Собираем. Контролер. Все ли я правильно делаю? Все. Здесь все. Так. А ну-ка. Петь, дай мне эти яйца тут забрать. Петя, отходи. Отходи, дай мне собрать яйца. Ну, давай. Вот, молодец. Молодец. Так, в этом гнезде у нас 2 яйца. 2. Одно, вот, видите, зеленое, одно обычное. Так. И закрываем. А ну-ка, дальше тут нету? Нету. Все, закрываю гнездо. Молодцы мои. Старенький петушок мой прошлогодний. И все мои старые курочки. Вот на улице холодно. Вот они зашли и сидят в курятнике. Бегу в третий вольер. Иду, иду. Иду в третий. Там уже все собрала. Так. А здесь, между прочим, сидит довольно немало кур. Приходит сюда, в этот вольер. Здесь я тоже поставила ведро с водой. 1. И ведро с водой 2.
Здесь вот такое гнездо. И вот как раз курица несется. Ну, ее яйцо мы уже, наверное, не успеем забрать. Ой, какое огромное. Смотрите. И это молодая курица. Посмотрите, какое яйцо огромное. Грамм 80, наверное, точно. Ой, красивое. Но это яйца не марана. Это помесные. Вот если вы будете иметь даже петуха марана, то цыплята от этого петуха будут нести вот такие красивые шоколадные яйца. И еще одно. И все. Здесь не мешало бы убрать, но я уже тороплюсь очень сильно. Ну, а вот это яйцо уже заберем в следующий раз. Да? Все, бегу в теплицу. Ну и как обычно, не сняла. В гнезде было 2 шелковых яйца. Помесной курочки яиц не было. Яйца уже в ведре. Это вторая теплица, где у меня живут индюки с маранами. И вы знаете, вот скажу вам свои впечатления от запаха, который здесь, в этой теплице. Когда я сюда захожу, у меня такое впечатление, что у меня здесь живет корова. Вот такой вот запах, знаете, навоза такого коровы. Ну, вы даете. Вот так вот птица такая, индюки. А я вообще-то пришла забрать яйца. Индюки пока, смотрю, не несутся. Ну и хорошо. Мне надо, чтобы они начали нестись, когда потеплеет. Пока не надо. Где-то в феврале. Это будет очень хорошо, если они занесутся. И как раз эти яйца пойдут под квочку. Индюшку, я надеюсь. Надеюсь, что какая-то индюшка сядет на яйца. Красавица. Так, а я заберу яйца. Давайте посмотрим, что у нас тут. Что у нас тут? Ой, а чего это они так загребли? Что-то загребли. Так, пластиковое. И 2 яйца марана. Вот. Вот это яйцо марана. Вот, видите, какие они красивые. Не прыгни на яйцо. А сзади просто мне делают прическу. Так, все. Может, там еще что-то есть? Не хочется нарушать мне вот это гнездо. Будем надеяться, что я забрала все, что было. 2 яйца марана.
проверяет у меня карманы. Вытягивает все с карманов. Эх, вы мои красавицы. Ой, ты моя красотка. Корм у индюков есть, вода есть. Только вот еще в воду добавлю аскорбиновую кислоту. И все. И здесь весь уход. Все, отношу яйца. Вот такие яйца в январе. И вот иду, и еще вижу 2 яйца. Вот мои еще яйца. Вот. И еще 2 яйца. Это Маруся моя. Любит яйца кур. Идет снег. На улице мороз, а куры гуляют. Не все, конечно, гуляют. Некоторые. Вот так вот. Все. Иду раскладывать яйца в лотки и еду домой.